Шумеры закрывали глаза мертвым кошкам не потому, что считали их умершими. Считалось, что после смерти с ними происходило кое-что другое. Что именно, древние старались не объяснять. Представьте, шумерский дом 4000 лет назад. Ночь. За глиняными стенами давно стих город, в маленькой лампе догорает масло, а на полу лежит тело кошки. Хозяин подходит, присаживается рядом и достает полоску ткани. Он не накрывает все тело, только глаза. Один, второй, осторожно, будто боится, что они снова откроются. Для современного человека это выглядит как обычный жест прощания, но древняя легенда давала совсем другое объяснение. Глаза кошки должны были оставаться закрытыми до самого погребения. Если ткань спадала, ее возвращали на место. Если веки открывались, ритуал начинали заново. И никто не задавал лишних вопросов, потому что существовало правило: мертвая кошка не должна была смотреть. Но почему? Напишите в комментариях свою версию. Чего, по-вашему, могли бояться люди, если оставляли глаза умершего животного открытыми? Потому что дальше начинается самое неприятное. Перед смертью кошки якобы иногда делали то, чего не могли объяснить даже хозяева. Животное внезапно останавливалось посреди комнаты и смотрело в пустой угол. Ни на звук, ни на движение, просто смотрело. Иногда медленно поворачивало голову, словно кто-то проходил прямо перед ним. Иногда начинало шипеть возле закрытой двери. Человек подходил, открывал ее — никого. Возвращался в комнату, кошка все еще смотрела туда же, а потом ее взгляд переходил на самого хозяина. И именно тогда человек должен был отвернуться первым. Не проверять, не спрашивать, не пытаться понять, просто уйти из комнаты. Считалось, что кошка могла видеть то, чего человек замечать не должен. И чем дольше она смотрела, тем меньше хозяину хотелось оставаться в комнате. Но самое странное происходило после смерти. Тело накрывали тканью, глаза закрывали, а место, где животное умерло, оставляли нетронутым до рассвета. Ночью рядом с мертвой кошкой старались не сидеть и тем более не смотреть ей в лицо, особенно если глаза были открыты. Считалось, что после смерти взгляд кошки еще некоторое время принадлежал не ей. Возможно, однажды кто-то оставил глаза открытыми, и после этого появился запрет, который пережил самого человека. Правило осталось, причина исчезла, потому что закрывали глаза не для того, чтобы кошка больше ничего не увидела. Если вы уже начали подозревать, что за этим запретом скрывается нечто большее, поставьте лайк. А если хотите узнать продолжение этой истории, подпишитесь на канал. Потому что дальше возникает вопрос, который древние предпочитали не задавать вслух. Если кошка могла видеть то, чего не видел человек, что могло увидеть ее после смерти? Шумеры якобы знали, иногда кошка замечает присутствие раньше человека. Но самое страшное начиналось не тогда, когда она пугалась, а тогда, когда переставала бояться. Представьте ночь. В доме все спят. Вдруг кошка поднимает голову, подходит к двери и садится перед ней. Не мяукает, не царапает дерево, просто ждет. Через несколько секунд снаружи раздается голос. Тихий, почти человеческий. Он называет хозяина по имени. Человек уже собирается открыть дверь, но кошка резко оборачивается и смотрит на него. Не на дверь, на него. И этого достаточно, чтобы хозяин остался на месте. Согласно древней легенде, именно так кошка могла предупредить человека. Не отвечай тому, кто зовет, потому что не каждый голос принадлежит тому, кто его произносит. А теперь представьте самое неприятное. Голос снова произносит имя. На этот раз и с другой стороны дома. Кошка медленно поворачивает голову. Потом еще раз. Голос оказывается уже за спиной человека, но в комнате никого нет. Кошка не шипит, не убегает. Она просто смотрит поверх его плеча. И тогда хозяин совершает ошибку. Он оборачивается. Сначала он ничего не видит, только темную комнату, глиняную стену и слабый свет лампы.
Но через мгновение ему кажется, что в дальней части комнаты что-то изменилось. Не появилось, именно изменилось. Будто там всегда находилось что-то, чего он раньше не замечал. Человек моргает, и все исчезает. Кошка все еще смотрит туда же. После этого, согласно преданию, существовало еще одно правило. Никогда не пытайся увидеть то, что заметила кошка, потому что животное могло показать направление, но не могло защитить человека от того, что он увидит сам. И здесь кошка превращалась уже не в домашнее животное, а в предупреждение. Пока она спала спокойно, хозяин мог спать тоже. Если она внезапно просыпалась ночью, стоило насторожиться. Если подходила к двери, дверь не открывали. Если смотрела под кровать, туда не заглядывали. А если она смотрела прямо на человека, следовало молчать. Потому что существовало поверье, иногда кошка смотрит не на человека, а на то, что находится рядом с ним. И человек может этого не заметить до того момента, пока не повторит ее взгляд. Возможно, именно поэтому кошек считали особенными. Не потому, что они были священными, и даже не потому, что приносили удачу. Их боялись за другое. Они замечали то, перед чем человек оставался слепым. Но затем происходит самое странное. Если кошка умирала, это не означало, что все закончилось. Оставалось тело, оставались закрытые глаза, и оставалось то, на что она смотрела перед смертью. Поэтому после смерти кошки нельзя было просто сказать «все закончилось». Если она действительно была способна замечать то, чего не замечал человек, ее смерть могла означать не исчезновение этой способности, а потерю единственного существа, которое предупреждало живых. И тогда становится понятным самый странный страх древней легенды. Люди закрывали кошке глаза не потому, что боялись ее увидеть. Они боялись, что она продолжит смотреть. Но если глаза были закрыты, это еще не означало, что взгляд исчез. Он мог просто оказаться направлен туда, куда человеку лучше было никогда не смотреть. И теперь возникает вопрос, от которого эта история становится совсем другой. Если при жизни кошка видела то, чего не видел человек, кто теперь мог видеть через ее закрытые глаза? Самая страшная часть легенды начиналась с человека, который однажды решил проверить, действительно ли кошка видит того, чего не замечают другие. Он дождался глубокой ночи, погасил лампу и сел напротив животного. Кошка лежала спокойно. Несколько минут ничего не происходило. Потом она подняла голову и посмотрела в темный коридор. Человек тоже повернулся. Пусто. Он снова посмотрел на кошку. Она не двигалась. Тогда он сделал то, чего, согласно преданию, делать не следовало. Тихо спросил: «Что ты там видишь?» Кошка медленно перевела взгляд на него. И в ту же секунду в коридоре раздался звук. Один шаг, потом второй. Человек замер. Звук приближался, но на полу никого не было. Кошка не шипела, не убегала. Она просто ждала. Шаги остановились прямо перед дверью. Несколько секунд стояла абсолютная тишина. Затем раздался стук. 3 раза. Человек не открыл. Кошка поднялась и подошла к двери, прижалась к ней боком и замерла. И тогда из-за двери прозвучал голос. Голос самого человека. Те же интонации, тот же тембр. Только говорил он одну фразу: «Открой». Человек отступил. Кошка повернула голову и посмотрела на него. В этом взгляде не было страха, только предупреждение. Он не открыл дверь. Через несколько минут все стихло. Утром дверь все еще была заперта изнутри. За ней никого не оказалось, только на пыльном полу виднелись следы. Они начинались у порога и обрывались посреди комнаты. Обратно следов не было. После этого человек больше никогда не пытался проверить, что видит кошка. Но через несколько дней заметил другое. Животное начало обходить одно место в доме, всегда одним и тем же маршрутом. Оно проходило мимо стены, останавливалось, смотрело туда несколько секунд и уходило. Человек поставил рядом лампу. Ничего. Передвинул мебель. Ничего. Убрал все, что могло отбрасывать тень. Кошка продолжала обходить это место.
Однажды ночью человек проснулся и увидел ее сидящей перед бронзовой чашей. Кошка смотрела не на стену и не на дверь, она смотрела в отражение. Человек подошел ближе. В чаше отражалась комната. Кошка, он сам. И еще одна фигура прямо за его спиной. Он резко обернулся. Никого. Снова посмотрел в чашу, фигуры уже не было. Но кошка продолжала смотреть туда, где она только что отражалась. Тогда человек понял одну вещь. Возможно, кошка никогда не смотрела туда, где находилось нечто странное. Она смотрела туда, где это нечто могло себя показать. И если это было правдой, животное не просто замечало невидимое, оно каким-то образом указывало на него. Именно поэтому его взгляд становился опасным для человека. После этого старое правило приобрело совсем другой смысл. Кошку нельзя было заставлять смотреть, нельзя было повторять ее взгляд, нельзя было пытаться увидеть то, что она уже заметила, потому что человек мог увидеть больше, чем хотел. Но настоящий страх начинался после смерти животного. Если кошка умирала, ее тело накрывали тканью, глаза закрывали, комнату оставляли до рассвета. Никто не должен был снова поднимать веки, никто не должен был проверять, куда направлен ее последний взгляд. Считалось, что мертвое животное уже не может предупредить живых, а значит, оставлять глаза открытыми было слишком опасно. Но иногда утром ткань оставалась на месте, глаза были закрыты, и все же голова кошки оказывалась повернута именно туда, куда она смотрела перед смертью. Вот тогда люди понимали, закрытые глаза еще не означают, что взгляд исчез. Но настоящий смысл этого ритуала, согласно легенде, скрывался не в смерти кошки. Он скрывался в ее глазах. Пока животное было живо, оно могло видеть то, что оставалось незаметным для человека. Но после смерти все становилось еще опаснее, потому что никто не знал, кому теперь принадлежит этот взгляд. Именно поэтому веки закрывали как можно быстрее, не из уважения, не из жалости и даже не ради спокойного вида мертвого животного. Их закрывали потому, что открытый взгляд считался незавершенным. Кошка умерла, но если ее глаза оставались открытыми, ритуал еще не был закончен. Представьте комнату перед рассветом. Лампа почти погасла, дом спит. На полу лежит кошка, накрытая тканью. Человек подходит и осторожно закрывает ей глаза. Все, теперь можно уходить. Но именно здесь появляется самое странное правило. После этого нельзя было снова открывать веки. Никто не должен был проверять, действительно ли глаза остались закрытыми. Никто не должен был пытаться посмотреть на лицо животного еще раз, потому что считалось, последний взгляд лучше оставить там, где он остановился. И если кошка перед смертью смотрела в определенное место, человек не должен был становиться между ней и этим местом. Не потому, что там обязательно находилось что-то страшное, а потому что человек мог оказаться тем, на кого этот взгляд перейдет следующим. Именно поэтому кошка считалась особенной. Она не принадлежала человеку полностью. Она могла спать рядом с ним, есть из его рук, жить под одной крышей и все равно оставаться чужой. Она просыпалась посреди ночи без причины, смотрела в пустоту, замирала перед закрытой дверью, иногда резко поднимала голову, будто услышала то, чего не услышал никто. Для современного человека это обычное поведение животного, для древнего человека – предупреждение. Но самое страшное начиналось после смерти. Если кошка действительно была способна замечать то, чего не видел человек, ее смерть означала потерю единственного существа, которое могло предупредить живых. А значит, закрытые глаза были нужны не ей, они были нужны тем, кто оставался в доме. Древние боялись не того, что мертвая кошка продолжит видеть, они боялись обратного. Что-то, что раньше видела только она, теперь могло увидеть всех остальных. Поэтому ткань ложилась на глаза, поэтому никто не должен был поднимать веки, поэтому после погребения старались не говорить о последнем взгляде животного. Правило было простым. То, что увидела кошка,
должно уйти вместе с ней. Но если это действительно было главным смыслом ритуала, возникает пугающая деталь. А что, если кошка умирала, не успев отвести взгляд? Что, если ее глаза закрыли слишком поздно? Что, если то, на что она смотрела перед смертью, уже заметило человека? Тогда ритуал становился не прощанием, он становился попыткой закрыть дверь, которая уже успела открыться. И именно поэтому древние так боялись последнего взгляда. Не потому, что в глазах мертвой кошки оставалось что-то человеческое, а потому что там могло остаться отражение того, что стояло по другую сторону. Мы привыкли думать, что кошка смотрит в темноту просто потому, что слышит звук или замечает движение. Но представьте на секунду другое объяснение. Представьте, что иногда она действительно смотрит туда, где для нас ничего нет, а потом медленно переводит взгляд прямо на вас. Если эта история заставила вас посмотреть на кошку немного иначе, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А теперь ответьте в комментариях, как вы думаете, чего древние на самом деле боялись увидеть в открытых глазах мертвой кошки?